Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Дивный творческий мир, и сегодня я буду делать новогоднюю композицию в виде свечи или декоративного подсвечника на подставке. Давайте приступать. Для начала я взяла пластиковую бутылку и отрезаю вот эту широкую гладкую сторону. С обеих сторон отрезаю горлышко и донышко и серединку оставляем. Прикладываем обрезанную бутылку к картону, у меня гофрокартон, и вырезаем круглую деталь. А теперь мне понадобится еще бортик высотой примерно 1,5-2 сантиметра максимум, больше не надо. Бортик отрезаем так, чтобы внутренняя часть гофрокартона, вот эти полосочки внутренние, располагались вертикально, чтобы потом было легко скрутить и, следовательно, сделать изгиб. А теперь наношу термоклей на этот вырезанный круг и прикладываю бортик. Получается вот такая заготовочка. Эта деталь по ширине должна быть чуть шире диаметра обрезанной бутылки, потому что мы потом будем эту бутылку вставлять в эту заготовку. Потом вы все поймете. Поэтому вырезайте сразу чуть-чуть с запасом. Вот видите, я легко бутылку вставила. А теперь я беру все, что у меня есть, как я вам уже рассказывала в предыдущих многих видео. Всякие крышечки, пузыречки, оставшиеся флакончики и прочее. Для основания я склеила 2 винтовые металлические крышки между собой термоклеем. Сверху приклеиваю крышечку от баночки поменьше, такую же металлическую. И теперь добавляю все, что у меня есть. Мне нужно сделать такой своеобразный слоеный пирог, чтобы получилось такое уменьшение. Внизу шире, потом уже. Теперь я приклеила крышечку пластиковую от какой-то бутылки, либо с молоком, либо что-то такое. И теперь делаем верхнюю часть. Для этого я беру вот эту свою картонную заготовку и на нее приклеиваю вот такую крышку от стаканчика с кофе. Аккуратненько сразу же убираем все следы клея, чтобы ничего не осталось, пока он горячий, его легко убрать. И теперь вот эти 2 детали склеиваю вместе. И вот такое у меня будет основание для моей композиции. Там, где картон, это будет верх, там, где металлические крышки, это будет низ моей композиции. И теперь, чтобы все это соединить воедино, чтобы ничего не расслаивалось, не расклеивалось, чтобы все это скрепить, я беру обычные бумажные салфетки, клей ПВА, и кусочками салфеток начинаю все это обклеивать. Обклею буквально, наверное, слоя 2, можно 3, лишним это не будет. Клей я разбавлять не буду, чтобы все было как можно прочнее. Вот как он есть у меня, такой средней густоты клей ПВА, так я и буду его использовать, хотя иногда я разбавляю водой. После приклеивания салфеток оставляем работу на просушку на ночь, а я буду двигаться дальше. Мне понадобится еще один круг из картона по диаметру моей бутылки, но теперь не шире диаметра бутылки обрезанной, а чуть-чуть уже, чтобы этот кружок можно было вклеить как бы вовнутрь. Вот видите, он у меня прям вставляется впритык и дальше не двигается. Но перед тем, как его вклеивать, я его окрашу в белый цвет с обеих сторон и пока отложим в сторону. А теперь я беру молды, хорошенько смазываю их маслом и берем любую массу для лепки. У меня масса для лепки на основе рисовой муки, мне она очень нравится. Ссылочку на нее, если вы еще не знакомы с этой массой, я оставлю под видео. Итак, с помощью молдов делаю вот такую ажурную дорожку, примерно подходящую мне по ширине моего основания снизу и верхней части вот этой чаши, в которую будет вставляться потом бутылка. И декорирую низ и верх вот этого основания лепным декором. Естественно, весь лепной декор приклеиваем на клей ПВА. Старайтесь не растягивать лепной декор, когда будете приклеивать. Это касается именно вот таких вот дорожек декоративных, тоненьких, ну и широких в том числе. Просто их очень легко растянуть, а при высыхании влага из массы уходит, и, естественно, она немного теряет свой объем. И потом могут появляться трещины. Вот во избежание этого не растягивайте массу, когда будете приклеивать. Оставляю массу до полного высыхания. А теперь я беру этот окрашенный белый кружочек и вклеиваю в бутылку. Вклеиваем это все на термоклей. Это будет верхняя часть моей композиции. И теперь вот сверху этого кружочка нам нужно сделать такие наплывы, как на свече, чтобы сверху были такие выступы. Естественно, это очень легко сделать термоклеем. Я делаю такие бугорки из термоклея. Потом, когда он начнет немножко застывать, но уже не будет таким текучим, просто пальцами можно слепить вот эти бугорочки, как знаете, бывает на оплавленной свече по краям, тоненькие части образуются.
И мы таким образом имитируем свечу. И также термоклеем я делаю капли на бутылке стекающие, которые очень быстро застывают и остаются вот в таком состоянии. Вот теперь я руками слеплю эти бортики, сделаю их более узкими. И сделала капельки по кругу бутылки. Чтобы вы понимали, как это будет выглядеть, просто верхняя часть будет вставляться вот в это основание. И остается лишь все это доделать и наполнить. А пока мне понадобится воздушный пластилин, хотя в детстве на уроках труда мы делали такие елочки из соленого теста. Я думаю, наверное, все помнят, кто застал советское детство, наверное, вы тоже делали такие елочки. Но сейчас есть воздушный пластилин, и его надо использовать, он у меня уже давненько лежит, поэтому елочки буду делать из него. Для этого беру фольгу, самый простой и удобный материал для основы, просто сворачиваю такие произвольные конусы. И нужно этот конус из фольги обернуть воздушным пластилином. Для этого я его слегка раскатаю скалкой, можно размять руками, как вам удобнее. И оборачиваем конус из фольги воздушным пластилином. Все это хорошенько прокатываем на столе, либо просто руками аккуратненько, чтобы все это равномерно легло. И затем беру небольшие ножницы маникюрные и сверху с узкой части елки потихоньку начинаем по кругу делать небольшие надрезы, примерно под углом 45 градусов. И двигаемся так вниз до самого основания елочки. И получится очень даже симпатичная пушистая елочка, которая вот для таких зимних композиций очень даже подойдет. Только мне потом нужно будет ее окрасить. Если у вас есть зеленый воздушный пластилин, то даже и окрашивать не придется. Я сделаю две такие елочки. Одна у меня будет высокая, вторая маленькая пониже. Этот пластилин сохнет довольно быстро. Елочки у меня полежали буквально час, и я их уже окрасила обычной акриловой краской зеленого цвета. С оттенками я не заморачивалась, потому что знала, что они у меня будут находиться внутри моего подсвечника. И плюс я их еще хочу немножко припудрить белой краской, такой заснеженный вид им придать. Поэтому я сделала вот такой оттенок и просто окрасила. А теперь беру белую акриловую краску и окрашиваю вот эти детали, имитирующие воск. Тем временем нижняя часть заготовки также высохла, лепной декор абсолютно сухой. И теперь черной акриловой краской я окрашиваю полностью вот эту нижнюю заготовку. И также оставляем на просушку, чтобы краска хорошенько высохла. Вот такие заготовки у меня получились, но для дальнейшей работы мне понадобится еще декоративный уличный фонарь. Для этого я просто в произвольной форме вырезала из картона вот такую пирамидку и, обводя ее, вырезала еще 3 таких детальки. А теперь просто склеиваю их между собой термоклеем. Получается вот такая пирамидка. Сверху приклеиваем на нее квадрат из картона чуть большего диаметра, чем верхняя часть моей пирамидки. Затем на этот квадрат приклеиваем еще один квадратик, но еще более меньшего размера, и сверху еще совсем маленькие 2 квадратика. И вот такая заготовка получается. Снизу приклеиваю еще один квадратик из картона, чтобы закрыть эту пустоту. Боковые части будущего фонаря окрашиваю желтой краской. А затем, после того, как желтая краска высохла, беру тоненькую кисточку и черную краску. Обвожу все контуры фонаря, окрашиваю верхнюю часть, крышку фонаря, и также по диагонали делаем 2 полоски крест-накрест, характерные для таких уличных фонарей. Для того, чтобы сделать ножку, я взяла палочки для суши и одну из них обрезала на нужную мне высоту. А затем просто окрасила черной акриловой краской. Снизу ножницами делаю отверстие круглое, добавляю туда капельку термоклея и вставляю туда ножку.
Также вырезаю небольшой квадратик из картона, окрасила его предварительно черной краской, это будет основание фонаря. И затем также наношу каплю клея и приклеиваю весь фонарь. Теперь он у меня может стоять и не падать. Теперь мне нужно сделать фитиль для свечки. Для этого я взяла кусочек маленький гофрокартона и сверху слоями наносила на него клей, пока не получилась деталь, чем-то напоминающая вот огонек свечи центральный. Затем приклеиваю все это по центру сверху, окрашиваем белой краской, а сверху слегка тонирую в желтый цвет. Ну вот, верхняя часть фактически готова, а теперь нужно взять золотой металлик. У меня металлик античное золото и обычное светлое золото. Берем кисть щетина, отбиваем ее на поверхности, чтобы лишнюю краску убрать. И сухой кистью, методом сухой кисти, тонируем вот эту черную заготовку. Если все правильно сделать, то работа будет напоминать бронзу. Как вы, наверное, уже догадались, елочки и фонарь будут находиться внутри моей композиции, и это такой новогодний вариант. Но если пройдут новогодние праздники, и вы захотите оставить вот такую декоративную свечу или подсвечник просто для интерьера, то можно вытащить все эти новогодние детали и вставить вовнутрь, например, просто свечу на батарейках или даже натуральную свечу, просто не зажигать ее. И тогда у вас будет просто обычный декор для дома. А я пока покрываю елочки и фонарь белой краской, чтобы придать им заснеженный вид. В конце покрываю работу акриловым лаком и можно все собирать. Вовнутрь своей композиции я положу маленькую гирлянду, чтобы по вечерам включать ее и наслаждаться зимней сказкой. Вот такая сказочная новогодняя композиция на ножке у меня сегодня получилась. И как вы видите, из самых простых материалов, которые есть, я думаю, у каждой мастерицы, и уж крышечки, баночки, скляночки и пластиковые бутылки всегда найдутся. Надеюсь, вам будет полезен этот мастер-класс. С наступающими всех праздниками замечательными новогодними. И как всегда, творческих успехов и побольше рукоделия в вашей жизни.